и Анджела, как два брата, прячутся в шкафу, ожидая, когда их отец вернется домой, чтобы сделать ему сюрприз. Но как только они начинают играть в прятки, в дверь их дома грубо стучится мужчина по имени Винсент Ванетти и спрашивает, как зовут их отца. Винсент заходит в дом Теста вместе с двумя другими мужчинами и говорит, что Дон был убит. Теста, предчувствуя беду, подходит к ящику, незаметно достает складной нож и прячет его в руке. Когда Теста спрашивает Винсента, не из семьи ли Орка были те люди, Винсент отвечает, что это он сам убил Дона и направляет на Теста пистолет, требуя отдать ему бухгалтерскую книгу. Люс видит, что происходит, и начинает плакать, но Анджела успокаивает его, говоря, что плохие парни скоро уйдут. Теста говорит Винсенту, что он может сам проверить, сколько денег ушло на галоши. Но Винсент приходит в ярость и требует отдать ему бухгалтерскую книгу прямо сейчас, на что Теста отвечает, что она в банке. Елена падает на колени и умоляет Винсента не делать глупостей, но Винсент сбивает ее с ног прикладом. Увидев это, Люс подбегает к матери, беспокоясь за нее. Теста в отчаянии достает складной нож, вонзает его в руку Винсента и быстро режет ему лицо, оставляя неглубокий порез. Затем люди Винсента несколько раз стреляют в Теста и убивают его. Елена умоляет Винсента пощадить ее сына, но Винсент говорит ей, что ее ребенок никогда не забудет о нем и придет мстить в будущем, прежде чем нажать на курок и убить их обоих. Анджела, который все еще прячется в шкафу, потрясен ужасными событиями, происходящими прямо у него на глазах. Винсент и его люди обыскивают дом, чтобы убедиться, что там никого не осталось в живых. Он приказывает Неро заглянуть в шкаф, но там никого нет. Оказывается, Анджела каким-то образом удалось поменять положение, и теперь он прячется под диваном в той же комнате. Он ждет, пока Неро уйдет, и быстро выбегает из комнаты. Неро слышит звук выстрела и бежит за Энгио, который убегает в лес. Неро прицеливается и нажимает на курок, но промахивается. Энгио забегает в дом своего лучшего друга по имени Кордио и рассказывает ему обо всем, что произошло. Кордио делает ему горячий шоколад и уверяет, что Винсент и его люди не будут преследовать его до самого дома. Кордио разрешает Анджело остаться у него на ночь, укрепляя их братскую связь. Анджело остается на ночь, но встает очень рано утром, и пока Кордио еще спит, возвращается проверить свой дом, который сгорел дотла по приказу Винсента. Чувствуя себя побежденным, Джило уходит. 7 лет спустя, когда небо затянуто темными тучами и идет сильный дождь, к дому подходит мужчина по имени Бруно. Несколько старушек болтают друг с другом, но одна из них замечает Бруно и протягивает ему письмо, адресованное Анджело Лагусе, но с пометкой, что оно должно быть доставлено в его квартиру. Бруно берет письмо у старушки, не говоря ни слова, и направляется к себе домой. Войдя в свою идеальную мужскую берлогу, состоящую из одного стула и кровати, он открывает письмо и зловещим тоном произносит имя Ванетти, увидев черно-белую фотографию маленького мальчика. В это время в городе беззакония Иллинойс Джило выходит из поезда. В квартире Кордио его друг Сирата пробует домашний самогон и подсаживается на него. Сирата предлагает Кордио продать самогон семье Орка, но Кордио отказывается, заявляя, что ненавидит мафию. Сирата рассказывает Кордио, что его старший брат работает на Фанго, который недавно присоединился к семье Орка. Кордио это не волнует, и он просто просит его уйти. Но когда он открывает дверь, то видит тело, которое смотрит на него, как Фредди Фазбер. Тело спрашивает Сирата, удалось ли ему заключить сделку. Но Сирата говорит, что Кордио не хочет продавать самогон мафии и получает удар в голову. С бейсбольной битой в руках тело спрашивает Кордио, собирается ли он продавать самогон семье Орка, но Кордио все равно отказывается и в итоге получает удар в живот. Тело, видя, что Кордио не хочет сотрудничать, начинает крушить все оборудование в его квартире, чтобы он больше не смог делать самогон в будущем. Но как только тело начинает бесноваться, неожиданно появляется Анджела и сбивает тело с ног гаечным ключом. Братья уходят, и Анджела садится поговорить с Кордио. Кордио упоминает, что никогда не хотел заниматься самогоноварением и делает это только для того, чтобы накопить денег на учебу. Затем он спрашивает Анджела, где тот был последние 7 лет. На что Анджела отвечает, что его зовут Авилио Бруно. Затем он объясняет, что получил письмо от пожилой женщины, адресованное Анджело Лагусе. Кордио спрашивает, можно ли Анджело вернуться в город, но тот молчит и спрашивает Кордио о его матери. Кордио отвечает, что она, к сожалению, умерла прошлым летом. Узнав об этом,
Анджела говорит, что теперь его никто не держит, и спрашивает Кордио, не хочет ли он подзаработать. Он объясняет, что тоже хотел бы продавать свой самогон семье, но Кордио отказывается. После недолгих уговоров, эмоционально шантажируя его тем, что они братья, Анджела убеждает Кордио продать свой самогон мафии. Анджела и Кордио едут на машине и замечают церковь, которая превратилась в подпольный бар для продажи самогона на песчаной отмели под названием «Остров». Кордио предполагает, что там они смогут получить хорошую цену за свой алкоголь, потому что там собирается элитная публика. В церкви мужчина в костюме уговаривает Грацио, владельца бара, попробовать алкоголь, который, по его словам, импортный. Тем временем другой мужчина с каштановыми волосами в баре прислушивается к их разговору, но выглядит безразличным. Тем временем Ингио и Кордио заходят в бар и предлагают самогон Кордио Грандио. На улице мужчина со светлыми волосами подходит к другому мужчине, сидящему в машине, и сообщает, что кто-то украл часть их алкоголя и что он его ищет. Мужчина в машине отрицает, что знает что-либо о краже, и спрашивает, не связан ли светловолосый мужчина с семьей Орка. Тот отвечает утвердительно и представляется как Фанго. За спиной Фанго стоит мускулистый мужчина, который спрашивает у водителя, откуда у него выпивка. Водитель показывает назад, откуда он ее взял. Фанго называет мужчину честным и отходит в сторону, позволяя мускулистому мужчине ударить водителя кастетом. Тем временем Анджела подходит к Грацио, чтобы продать ему самогон. Но Грацио, несмотря на растущее раздражение, даже не пробует его. И Анджела наливает ему еще стакан. Но прежде чем Грацио успевает что-то сказать, мужчина с каштановыми волосами делает глоток и подтверждает, что самогон действительно хорош. Но прежде чем они успевают обсудить детали, в церкви начинается заварушка. Воцаряется хаос. Один из мужчин у входа падает, корчась от боли, а другой, вооруженный пистолетом-пулеметом, встает у окна у основания двери, целясь в ноги Фанго. Но тут один из людей Фанго подходит сзади и заставляет мужчину с пистолетом открыть дверь. Он забирает пистолет-пулемет и обращается ко всем в церкви, говоря, что он только что присоединился к семье Орка. И спрашивает, не видел ли кто-нибудь молодого человека по имени Неро Ванетти, потому что у него к нему дело. Анджело удивлен, услышав имя Неро, ведь он был одним из людей Винсента Ванетти много лет назад. Мужчина с каштановыми волосами упоминает, что Неро Ванетти сын Дона Ванетти. Грацио говорит Фанго, чтобы тот не устраивал беспорядки на острове, потому что здесь такие правила. Но Фанго возражает, говоря, что он приехал сюда, чтобы убедиться, что эти правила соблюдаются, и рассказывает, что у него украли выпивку на парковке возле церкви. Никто ничего не говорит про Неро. Тогда Фанго указывает на Кордио, обвиняя его в том, что он и есть Неро, но Кордио отрицает это. Фанго кричит, спрашивая, есть ли в комнате еще какие-нибудь Неро, а Анджело достает из сена в одном из ящиков складной нож. Фанго направляет пистолет на Кордио, чтобы выстрелить, но Анджело подходит к нему и говорит, что он и есть Неро Ванетти. Анджело приближается к Фанго, подняв руки в знак капитуляции. Но он быстрым движением выхватывает у Фанго пистолет и приставляет нож к его горлу. Однако вместо того, чтобы подчиниться, Фанго приказывает змею, своему подчиненному, перерезать Кордио горло, уверенный, что Анджело его не убьет. Змей подходит, чтобы выполнить приказ, но темноволосый мужчина бросает в него бутылку с алкоголем. Фанго вырывается из рук Анджело и тянется за пистолетом. В хаосе все прячутся за барной стойкой, чтобы укрыться от выстрелов Фанго. Кордио говорит всем бросать в Фанго бутылки с алкоголем, пока он готовит горючую смесь из парафина в бутылке, и говорит всем бежать к выходу, пока он бросает бутылку. Фанго стреляет в бутылку, и смесь внутри загорается, позволяя им четверым выбежать из церкви. Темноволосый мужчина подходит к машине и видит, что тигр сильно избит. Он открывает дверь машины, но на него нападает тот же человек, который избил тигра. К счастью, темноволосый мужчина уклоняется от удара, а мужчина в белом костюме разбирается с остальными. В машине мужчина в белом костюме снимает фальшивые усы, под которыми прятал лицо. Темноволосый мужчина уверяет Анджело и Кордио, что их самогон высшего качества и принесет хорошую прибыль. Когда Анджело спрашивает, действительно ли Неро был в церкви, темноволосый мужчина снимает маску, и оказывается, что это Неро Ванетти. Глубокой ночью, когда они везут машину, полную алкоголя, Вано предупреждает Тронко о приближении полицейских патрулей. Тронко предлагает дать взятку, но Вано предупреждает, что Скуза, новый глава Федерального бюро по борьбе с алкоголем, не удовлетворится небольшой взяткой. Тем более, что он уже получил деньги от семьи Орка. Заметив полицейскую машину, Вано просит Тронко действовать быстро. Тронко останавливает машину посреди леса, и они прячут ее за кустами и ветками, а затем уходят в лес. Вано на всякий случай держит пистолет наготове,
но полицейская машина проезжает мимо, не заметив их. Он кричит Тронко, что им нужно уезжать как можно скорее, но Вано пугается треска веток, когда наступает на них. Внезапно из темноты появляется змей с окровавленным ножом и нападает на него. Вано каким-то образом отбивается от змея с помощью деревянной палки и убегает, спрятавшись под машиной. Приближается еще одна машина. Фары освещают безжизненное тело Тронко. Несколько человек выходят из машины и окружают автомобиль Тронко. Один из них садится в машину Тронко и уезжает на ней. Не имея другого выбора, он хватается за днище машины, и Вано исчезает вместе с ней в ночи. На следующий день, по случаю свадьбы Фио Венетти и племянника Дона Галуши, Рональдо Галуши, в особняке Венетти вовсю идут торжества. Во время праздника Вано рассказывает Нера, как он ловко сбежал с места преступления, цепляясь за днище машины. Анджело, под вымышленным именем Авилио Бруно, и Кордио появляются на свадьбе в качестве приглашенных гостей. Анджело дарит Нера 5 бутылок своего самогона в качестве свадебного подарка, который Нера с благодарностью принимает. Тем временем Барбара, доверенное лицо семьи Венетти, приходит и сообщает Нера, что его отец, Винсент Венетти, просит его зайти в кабинет. Нера знакомит Барбара с Анджело и Кордио, а затем извиняется и уходит к отцу. Винсент спрашивает Нера о театре Венетти, который, по словам Нера, должен быть достроен к концу июня. Фрейд, младший брат Нера, упоминает, что театр соберет вместе семьи Орко, Ванетти и Галеша. Это место, где собираются все важные люди. Винсент говорит, что ему недолго осталось жить, но он все равно хочет оставить свою семью на прочном фундаменте, прежде чем отправиться на тот свет. Поэтому его сестра выходит замуж за племянника Дона Глейши. Нера сердито говорит ему, что прошлой ночью они убили одного из своих, упомянув Тронко, и недоволен тем, что отец ничего не делает, чтобы другие мафиозные семьи не переходили границы. Ведь до недавнего времени они были единственными, кто мог провозить контрабандой самогон. Нера, демонстрируя свою религиозность, говорит отцу, что Бог помогает только тем, кто сам себе помогает, и ставит на стол бутылку самогона Кордио, после чего выходит из комнаты. Вано открыто высказывает свою ненависть к Роналду, говоря о нем гадости и пристально глядя на него. Роналду, заметив враждебность Вано, подходит к их столу и пытается спровоцировать его, оскорбляя семью Ванетти. Но Барбера вмешивается, понимая, к чему это может привести, и не дает Вано усугубить ситуацию. Анджело присоединяется к компании и говорит, что Роналду — это задница в шкуре льва, и это самое тупое оскорбление за 1928 год. Роналду пытается ударить Анджело, но тот легко уклоняется от удара, а Вано и Барбера удерживают Роналду. Но тут подходит сестра и разряжает обстановку, говоря Вано: «Когда же ты повзрослеешь?» В попытке разрядить обстановку Анджело предлагает Барбера немного самогона Кордио, и тот впечатлен. Барбера восхищается напитком и просит разрешения поговорить с Кордио наедине. Вано впечатлен Бруно, который так жестко отчитал Роналду, и представляется. Бруно пожимает ему руку, тоже представляется и с мрачным видом говорит, что они точно сработаются. Нера готовит ужин для Вано, Тигра, Барбера и себя. Нера и Барбера хвалят самогон Кордио, но Вано меняет тему, спрашивая Нера, собираются ли они отомстить Фанго за убийство Тронко. Нера сразу отказывается, говоря, что семья Галиция хочет, чтобы Ванетти и Орко жили в мире. Вано приходит в ярость и спрашивает Нера, как еще он может отомстить за Тронко, а потом говорит, что сам убьет Фанго. Фанго сразу же меняет свое решение и говорит Вано, что они убьют Фанго, если кто-то другой нажмет на курок. Через некоторое время Вано уводит Анджело и Кордио в отдельную комнату, где просит Анджело убить Фанго. Взамен они позволят ему присоединиться к семье. Анджело сразу же соглашается и получает пистолет и патроны, а также информацию о местонахождении цели от Вано. Он упоминает, что Фанго будет со своей любовницей Лакримой в ее квартире, и разрешает Анджело убить и ее, прежде чем выйти из комнаты. Когда Вано уходит, Кордио спрашивает, почему он объединился с Ванетти. Анджело достает письмо, которое получил, и показывает его Кордио, говоря, что человек, называющий себя другом его отца, хочет помочь ему отомстить, рассказав всю информацию о тех, кто убил его семью. Позже Серато и Вано ждут в машине возле квартиры Лакримы. Анджело тоже в машине. Он брызгает на себя алкоголем, чтобы выглядеть как пьяный алкоголик, хотя на самом деле он абсолютно трезв. Змей сидит в своей машине и следит за потенциальными угрозами для Фанго. Он замечает пьяного мужчину и подходит к нему, говоря, чтобы тот убирался, и бьет его. Как и планировалось, Серато подходит к змею сзади и отвлекает его, давая Анджело возможность беспрепятственно войти в квартиру Лакримы. Когда он входит в квартиру, то слышит, как Фанго стонет от удовольствия, пока Лакрима хлещет его по голой спине, почти доводя до оргазма. Анджело входит в комнату и прицеливается, чтобы выстрелить в Фанго из пистолета с глушителем.
Но он замечает Анджело в зеркале и успевает увернуться от выстрела. Фанга достает нож из кармана брюк, затем приставляет нож к шее Лакримы, угрожая убить ее. Затем он засовывает дуло пистолета ей под мышку и предлагает Анджело выстрелить. Анджело промахивается, но ранит Лакриму в подмышку, и она кричит от боли. Сидя в машине Серата, змей слышит выстрелы и бежит к Фанга. Анджело и Фанга стреляют друг в друга, но Фанга, воспользовавшись моментом, выпрыгивает в окно и забирается на крышу соседнего здания. Змей подбегает к комнате и направляет пистолет на Анджело. Но тут появляется Вано и вырубает змея. Он замечает у змея в руке нож с рукояткой в виде змеи и понимает, что это змей убил Тронка, а не Фанга. Прибывают полицейские, и Вано с Анджело решают встретиться на кладбище в старой деревне, где похоронен Тронка. Вано ведет змея к могиле Тронка и дает ему время помолиться перед тем, как убить его. Несмотря на мольбы змея о пощаде и обещание, что он больше никого не убьет, Вано остается непреклонен и нажимает на курок без колебаний. В это время Анджело вспоминает свой разговор с Кордио и подробности письма, полученного от якобы друга его отца. Он рассказывает, что людей, убивших его семью, звали Винсент Ванетти, Неро Ванетти и Вано Клемент. Как только Вано убивает змея, Анджело раскрывает свою настоящую личность. Он Анджело Лагуса, сын Теста Лагуса, человека, которого убили Вано и его товарищи. С этим разоблачением Анджело стреляет в Вано, мстя за смерть своей семьи и раскрывая свои истинные мотивы. Анджело возвращается к Неро и рассказывает ему о смерти Вано. Неро в ярости бьет его, но Барбара просит Неро успокоиться и выслушать Анджело. Анджело рассказывает, что змей убил Вано, когда тот развязал руки, чтобы помолиться. Неро просит Анджело отвезти его на место, где погибли Вано и змей. Анджело ведет Неро и Барбара на кладбище. Но, к его удивлению, там только тело Вано. Неро приставляет пистолет к спине Анджело, который смотрит на него с подозрением, думая, что тот лжет. Анджело возвращается в квартиру Кордио, который терпеливо его ждет. Кордио спрашивает Анджело, удалось ли ему убить Фанга, на что тот отвечает, что он облажался и позволил Фанга сбежать, но убил Вано. Анджело также рассказывает Кордио, что Неро и Барбара подозревают его в убийстве Вано, потому что его тело не нашли на месте преступления. Кордио спрашивает, где тело Вано, и Анджело отвечает, что это он его спрятал. Кордио приходит в бар к Серата и обвиняет его в убийстве Вано. Серата отрицает свою причастность к смерти Вано, говорит, что ему страшно, и лжет, что Бруно по приказу Неро должен был убить его. Серата в панике. Кордио предлагает помочь ему, если он расскажет правду. В другом месте Дон Орсо и его люди садятся за стол, чтобы поесть лазанью. Но попробовав ее, Дон Орсо с отвращением морщится и выплевывает ее, приказывая своим людям убить повара. Фанга подходит к столу, показывая свои уродливые ноги, и рассказывает Дону Орко, что прошлой ночью кто-то пытался его убить. Подозревая в этом Вентенси, он предлагает семье Орко начать войну с ними. Но Дон Орко говорит Фанга, что семья Галиция хочет, чтобы Орко и Вентенси жили в мире, и что о войне не может быть и речи. Фанга недоволен, но спрашивает Дона Орко, видел ли он змея, на что тот отвечает, что не видел. В баре Серата признается Кордио, что был у квартиры Фанга с Бруно и Вано, но не причастен к смерти Вано. Он также упоминает, что видел, как Вано вышел из квартиры с телом змея, а потом поехал на кладбище, куда за ним на такси последовал Сарота. Добравшись до кладбища, он услышал выстрелы и увидел на земле тела змея и Вано. Он сказал, что они убили друг друга. Затем Серата рассказывает Кордио, что он был жадным, пока его не схватил Анджело, который прятался в его баре. Наконец Серата признается, что забрал тело змея и продал его Скуазе, новому главе Федерального бюро по борьбе с наркотиками. Анджело требует, чтобы Серата отвел его туда, где находится тело змея. Чтобы доказать свою невиновность, Бруно приводит Неро и его людей туда, где находится тело змея. В офисе Винсента Скуаззе шантажирует его, говоря, что член семьи Ванетти похитил и убил члена семьи Орко, что противоречит желаниям семьи Галиция. Затем Скуаззе говорит Винсенту, что у него есть тело змея, и предлагает его продать. Винсент требует, чтобы тело показали ему лично, и просит Скуазу привести его, прежде чем продолжать переговоры. В машине Сготофанго спрашивает, мертв ли змей, и в этот момент замечает тигра и Неро в проезжающей мимо машине и сразу же следует за ними. Бруно и Серада приезжают к месту, где хранится тело змея, но слышат чьи-то шаги, но оказывается, что это Неро.
В это же время Винсент, Фрейд и Роналдо обсуждают, как семья Галош потребует, чтобы они убили Нера за убийство в обеих семьях. Фрейд предлагает хитрый план – позволить Нера сбежать из города, чтобы они могли распространить слух, что в Энетти пытались убить Нера, как того требовали Галоши. Но он оказался на шаг впереди и покинул город до того, как они смогли его схватить. Пока тигр ждет снаружи, он снова встречает Фанга и Гата. Продолжая череду неудач этого человека, Фанга спрашивает тигра, не с Нера ли он. Но тот отказывается отвечать. Как только Фанга собирается поджечь тигру глаза сигаретой, он слышит звон разбитого стекла и входит в здание, держа тигра в заложниках. Фанга, Гата и тигр входят в одну из комнат, где видят Нера, стоящего рядом с человеком в мешке, закрывающим лицо, которого они принимают за змея. Фанга предлагает Нера обменяться заложниками, и все они по очереди опускают оружие. Оба заложника начинают идти, но Фанга чувствует, что что-то не так с внешностью змея. Фанга достает из кармана брюк маленький пистолет и целится в змея, но тот выбивает оружие у него из рук и пытается ударить его ножом, но Фанга удается защититься. Змей снимает мешок с головы, и все видят, что это Бруно, который только что заслужил Оскар за свою игру. Сирата отдает пистолет Неро и убегает вместе с тигром. Бруно выпрыгивает в окно, а Нера стреляет в руку Гата, прежде чем тоже сбежать. Позже, когда Нера идет по Чайнатауну, он вспоминает, как Бруно доказал свою невиновность, показав труп змея, но все равно чувствует, что что-то не так. Тем временем Фанга и Гата тоже находят труп змея в здании, и это радует Фанга, потому что теперь у семьи Аро есть повод начать войну с Ванетти. По пути назад Нера, Барбера, Бруно и Кордио видят, как их догоняет машина, которая потом обгоняет их. Нера замечает в машине Фрейтера, и обе стороны останавливаются, чтобы обсудить кое-что важное. Фрейтер рассказывает Нера о лжи, которую Ванетти собираются рассказать, чтобы он смог сбежать. У Нера нет выбора, кроме как согласиться на план, и Бруно спрашивает, может ли он тоже поехать с ними, потому что Фанга уже знает его в лицо, и оставаться в городе для него небезопасно. Нера разрешает Бруно поехать с ними при условии, что он будет за рулем, а Кордио смотрит на Бруно, ухмыляясь и закуривая сигарету, понимая, что это был его план с самого начала. Сковородка возвращается в дом, чтобы забрать тело змея. Но ничего там не находит и проклинает Сирата, потому что только он знал, где это место. На следующий день в Анетте устраивают похороны Ванна. Бруно и Нера тоже приходят на похороны, прячась за деревом. Нера говорит Бруно, чтобы тот шел вперед, и как только тот уходит, Нера падает на колени и плачет по своему брату. Позже они отправляются в путешествие за город. В это время мужчина в черном костюме набирает номер и звонит бородатому мужчине с мускулистым телом и сообщает ему о двух людях, которых он хочет убить. Проходит неделя с тех пор, как Нера и Анджело уехали из города. Нера просит Анджело ехать быстрее, но Анджело отказывается, говоря, что он может снова врезаться во что-нибудь. Нера жалуется, что голоден, и пытается развеселить его, нажимая на газ. Бородатый мужчина, которому было поручено убить Нера и Анджело, стоит на обочине дороги в мексиканской одежде и пытается поймать попутку. Но они проезжают мимо, забрызгав его и его собаку грязью. Анджело и Нера заходят в закусочную Джинни, чтобы позавтракать. Анджело съедает целую стопку блинов с кленовым сиропом, а Нера спрашивает официантку, есть ли поблизости место, где можно остановиться подешевле. Официантка рекомендует автокемпинг в городе Кота, который находится прямо впереди. Они выходят из закусочной, Нера оставляет чаевые симпатичной официантке, хочет затащить ее в постель, и они направляются в город. Тем временем мексиканский наемник останавливает мужчину на повозке, запряженной лошадью в надежде, что его подвезут бесплатно. В лагере Анджело и Нера видят двух монахинь, которые помогают детям устроить праздник с пиньятой. Мальчик успешно разбивает пиньяту, и дети сходят с ума от конфет. Нера предлагает детям показать несколько трюков и спрашивает монахинь, можно ли ему это сделать. Он представляется под псевдонимом Смарт и начинает жонглировать 3 мячиками, чем сразу же привлекает внимание детей. Дети в восторге от выступления Нера. Но один из детей указывает на Бруно и спрашивает, есть ли у него какие-нибудь фокусы. Нера говорит всем, что Бруно никчемный идиот, которому не хватает общения. Но тут Бруно неожиданно подходит к нему сзади и возвращает ему кошелек, который Нера даже не заметил, что его вытащили из кармана. Затем Бруно незаметно снимает ремень Нера. И тот, не заметив этого, спотыкается и падает, тем самым завершая великолепное выступление Бруно. Дети смеются и хлопают в ладоши. Увидев улыбки детей, Бруно тоже улыбается, чувствуя что-то приятное в душе. А Нера видит эту странную реакцию.
Позже они возвращаются и ставят палатку на ночь. В другом месте мексиканец показывает фотографию Нера и Фрайта в детстве, когда они ехали на повозке, запряженной лошадью. Когда солнце садится, Нера рассказывает Бруно несколько историй из своего прошлого, которому он постепенно начинает доверять все больше и больше. Бруно, который всегда был мастером манипуляций, умудряется расспросить Неро о его первой работе, не показывая, что он пытается узнать о его месте. Нера рассказывает, как в 14 лет он отправился в дом к человеку по имени Лагуса, чтобы что-то сделать. Нера также упоминает, что их было 4, включая его, кто пошел в тот дом. Анджело спрашивает, убил ли он того, за кем они охотились. На что Нера отвечает, что тот, за кем они охотились, первым начал действовать, и они убили всех в его доме, кроме маленького ребенка, который убежал в лес. Он пытался выстрелить в ребенка, но промахнулся. Позже Нера ложится спать, а Анджело открывает письмо от якобы друга его отца и начинает подозревать его, потому что в письме упоминаются только 3 мужчин. А в истории Неро их было 4. На следующий день Анджело и Нера покидают лагерь и направляются в город, где встречают шерифа по имени Ник. Нера спрашивает, есть ли поблизости место, где можно купить алкоголь, и сует ему деньги. Ник указывает Нера на бар в задней части аптеки. Когда они уходят, Бруно обчищает Ника и крадет его бумажник, чтобы купить что-нибудь. По пути Фрайт сообщает Нера, что Орка послал кого-то убить его и что ему следует остерегаться крупных и мускулистых мужчин. Сидя в баре, Нера заказывает еще выпивку, но у него заканчиваются деньги, и он смотрит на бочку, что-то обдумывая. Мексиканцу удается добраться до того же города, что и его цели, но его останавливает Ник. Ник обыскивает мексиканца и забирает у него все деньги из кошелька. Но когда он заглядывает в тележку, то обнаруживает в одной из бочек труп настоящего владельца лошадиной повозки. Мексиканец хватает Ника и начинает выжимать из него все соки, спрашивая, не видел ли он 2 мужчин, которые недавно приехали в город и путешествуют вместе. Ник испытывает ужасную боль, но говорит, что они в аптеке, которая находится впереди, прежде чем мексиканец ломает ему кости. Бруно заканчивает делать покупки и видит в соседнем магазине нож, который он покупает. В аптеке Нера выигрывает несколько поединков по армрестлингу. Мексиканец заходит в бар и узнает Нера. Но Нера предлагает ему побороться на руках. Мексиканец не только сразу же побеждает, но и начинает избивать Нера. Но тут мексиканец отвлекается на жалобный вой своей собаки и получает от Нера удар по яйцам, после чего убегает вместе с Бруно. Оказывается, это Бруно отвлек его. Мексиканец встает, но его сбивает машина, за рулем которой сидит Бруно, который ждет, когда тот умрет. Но мексиканец, будучи крепким парнем, снова встает, и двигатель машины начинает дымиться. Увидев это, Анджело и Нера убегают и заходят в пустой сарай, где решают переночевать. Но собака мексиканца вынюхивает, где находятся его цели, и приводит его прямо к сараю, но Нера предвидел это, потому что у него тоже была собака. Они решают устроить мексиканцу засаду в сарае. Мексиканец входит, как будто он спаситель Готэма, и нападает на Бруно. Нера стреляет в мексиканца, но пули не причиняют ему вреда, и мексиканец пытается убить его, но Бруно бросает нож, который он купил, но промахивается. Он тут же бросается на Бруно, но Нера, у которого закончились патроны, хватает нож Бруно и вонзает его в мексиканца, сбивая его с ног. Когда они выходят из сарая, Нера говорит Бруно, что он обязан ему жизнью, но Бруно игнорирует его. Но тут появляется хозяин сарая, привлеченный шумом, и приказывает Бруно и Нера не двигаться, а затем стреляет в мексиканца из дробовика прямо в лицо, убивая его на месте. Нера отдает хозяину сарая свой бумажник, который они украли у Ника, в знак благодарности, и просит его позаботиться о собаке мексиканца, прежде чем уехать на телеге, когда наступит утро. Бруно правит телегой, а Нера сидит сзади и ест консервированные ананасы. Позже, когда они с Анджело обедают в закусочной, Нера получает звонок от Барбара, который сообщает ему о перемирии между семьями Венеции и Орка. Он также рассказывает подробности о неудачной попытке Орка убить Фанга и о том, что Фанга обосновался в церкви на острове. Вместе с 20 своими людьми Барбара просит Нера встретиться с ним перед возвращением в город, и они договариваются встретиться в охотничьем домике. Нера отливает на железнодорожные пути, почему бы и нет. Затем они продолжают путь к охотничьему домику, который является его тайной базой для производства самогона. Бруно и Нера встречают Барбара, который говорит, что благодаря самогону Кордио, который теперь называется «Беззаконный рай», их бизнес процветает. Анджело удивлен, увидев Кордио в охотничьем домике, и они отходят в сторону, чтобы поговорить о месте Анджело. Он говорит, что скоро сблизится с Доном Ванетти благодаря Нера, который начал ему доверять.
В этот момент Нера зовет Бруно с собой, говоря, что познакомит его с Доном Ванетти, и Бруно с ухмылкой говорит Кордио, что, возможно, у него скоро появится шанс убить Дона и Нера Ванетти. Барбера советует Нера не спускать глаз с Роналдо, когда тот приедет в особняк Ванетти. Тем временем к особняку подъезжает Фрейд на машине, замечает тигра у входа и спрашивает, здесь ли Нера. Тигр отвечает, что Нера еще не приехал, и спрашивает, можно ли доверять орка. Фрейд отвечает, что, хотя это и стоило больших усилий, ему удалось заключить перемирие с семьей орка и приглашает его зайти выпить в честь возвращения Нера. Бруно и Нера направляются в ресторан Атима Орка, где Дон Орка кричит на повара за испорченную лазанью. Позже той же ночью Бруно и Нера приезжают к особняку, где их встречает Вопель, один из подчиненных Нера. Нера замечает, что охранники выглядят иначе, и видит, как тигр выходит из особняка, подняв правую руку, что-то показывая. Нера сразу все понимает и открывает дверь машины, чтобы тигр мог сесть. Но как только тигр подбегает к машине Нера, в него стреляют и ранят в плечо. Из особняка выбегает толпа людей и начинает стрелять по машине Нера. Нера чудом удается сбежать благодаря Вопелю, который открывает ворота, и он запрыгивает в машину к Нера и остальным. Вопель подтверждает, что это Фрейд и Роналдо устроили засаду. Они хотят убить Нера. В кабинете Винсента Фрейд говорит, что одним из условий перемирия с Орка было убийство Нера, и он готов пожертвовать своим братом ради безопасности семьи. Он говорит, что его брат должен был умереть, потому что принял глупое решение отомстить. Отец и сын спорят, но вмешивается Роналдо и говорит, что нельзя враждовать между семьями. Тем временем Нера и его банда останавливаются в заброшенном складе, чтобы переждать. Барбера сообщает, что все дороги из города перекрыты, и сбежать невозможно. Пока все спят, Кордио встает и выходит из склада, где видит Бруно, сидящего в одиночестве. Кордио говорит Бруно, что Нера все равно убьют, потому что он сам во всем виноват, и советует ему забыть о мести. Он отвечает, что ему нужно подобраться поближе к Ванелли, прежде чем он сможет добраться до Винсента, и что в убийстве его семьи замешан четвертый человек. Услышав это, Кордио начинает говорить, что жизнь Бруно дороже, чем месть, но Бруно отвечает, что он все понял неправильно. Говорит, что если он откажется от мести, то потеряет смысл жить. На следующий день состояние тигра ухудшается. Зная, что они не могут обратиться в больницу, потому что за ними следят враги, Бруно предлагает обратиться за помощью к Фанго, который сейчас находится в церкви на острове. Там есть врачи. Нера ненавидит эту идею. Схватив Бруно за воротник, он говорит, что ни за что не будет работать с тем, кто убил его брата. Глубокой ночью Анджело забирает весь самогон, загружает его в лодку и просит Кордио пойти с ним в церковь. Вульп и Нера видят, как они уходят, но ничего не делают. В церкви Анджело дает Грацио бутылку небес без закона, извиняясь за пожар, и говорит, что остальное спиртное в лодке. Он спрашивает, можно ли увидеться с Фанго, но тот говорит, чтобы он проваливал. Лакрима тоже в церкви. Увидев его, она ведет Бруно и Кордио в комнату Фанго. По пути они встречают Сирата, который сейчас работает без зарплаты в баре, потому что ему некуда идти после предательства мистера Скузы. Когда они встречаются с Фанго, Лакрима уходит, коснувшись палки Бруно, и говорит, что увидится с ним позже, если он выживет. Это очень заводит Фанго. Бруно стоит перед Фанго и просит его помочь спрятать Нера и вылечить тигра. Но Фанго начинает смеяться и спрашивает, что он получит взамен. На складе начинается спор, и Вулф говорит, что они все умрут, потому что Бруно и Кордио их предали и, возможно, прямо сейчас продают их Фанго. Но Кордио возвращается на склад и говорит, что они их не предавали, и передает сообщение Бруно, что они должны привести тигра на остров, где Бруно будет вести переговоры с Фанго. Кордио уверяет всех, что Бруно не предавал их, став заложником Нера. Бруно предлагает Фанго, что поможет ему свергнуть Дона Орка, потому что это то, чего хочет Фанго, но не может сделать с помощью всего лишь 20 человек. Фанго заинтересовался, но Бруно лжет ему, что Нера сам предложил свергнуть Дона Орка. Так он может обеспечить безопасность Нера, когда тот в конце концов появится в церкви. Хотя у Нера нет плана по свержению Орка, он и его люди приходят в церковь, где он говорит Фанго, что поможет ему убить Дона Орка. Фрейд и Роналдо присоединяются к Дону Орка, чтобы выпить в его ресторане, где он требует, чтобы после смерти Нера ему достался домик и самогон. На следующее утро Вопел сообщает, что тигр будет жить, и Бруно рассказывает, что у него есть идеальный план, как убить Дона Орка, но нужно действовать как можно осторожнее, и просит Фала принести ему курицу.
Бруно и Нера переодеваются и идут к Атима Орка, чтобы обсудить это с ним лично. Орка встречает Нера и говорит, что удивлен его смелостью, раз он пришел к нему лично. Дон Орку угощает Бруно и Нера лазаньей с виски в качестве последнего ужина, рассказывая Нера, как он разрушил хорошие отношения между семьями Орка и Венетти. Дон Орка наливает Нера бокал лучшего виски, но тот, сделав глоток, проливает его на стол, наливает себе небеса без закона и выпивает весь бокал. Затем Нера наливает бокал Дону Орка, который выпивает его до дна и находит напиток восхитительным. Нера использует это как козырь против Дона Орка и предлагает отдать ему всю пивоварню в обмен на убежище. Бруно и Нера идут в охотничий домик вместе с Доном Орка, который посылает своего подчиненного Корва с Нера внутрь, чтобы убедиться, что там безопасно. Нера заходит внутрь с Корва, а Бруно остается с Доном Орка, который спрашивает его, не он ли пытался убить Фанга. Бруно отвечает утвердительно, и Дон Орка говорит, что он надеялся, что Фанга умрет. Бруно спрашивает Дона Орка, не он ли прислал ему письмо. Но Дон Орка, похоже, ничего об этом не знает. Бруно просит Дона Орка использовать его для достижения своих целей, но тот не соглашается. Тогда Бруно признается, что его настоящее имя Бруно Лагуса, а не Авилио Бруно, и что его отец, тесть Лагуса, был убит Винсентом Венетти. Корва зовет Дона Орка в охотничий домик, подтверждая, что там безопасно. У Бруно и Нера связаны руки. Но Нера наливает всем по бокалу небес без закона, чтобы отпраздновать их новое партнерство. Когда Нера наливает Дону Орка, он слышит какой-то шум из-за бочек. Корва стреляет по бочкам, проверяя, что в них нет ничего, кроме самогона. Из всех бочек, кроме одной, начинает вытекать беззаконие небес, и Нера называет ее пустой. Из пустой бочки выскакивает Вулп и начинает стрелять в людей Орка, убивая всех, кроме двоих. Бруно пользуется моментом, чтобы найти пистолет и прицелиться в Нера, говоря, что он давно ждал возможности выстрелить ему в грудь. В охотничьем домике все успокаивается, и Дон Орка хвалит Бруно за то, что тот отомстил за своего отца. Корва говорит Дону Орка, чтобы тот не доверял Бруно, но все равно приказывает развязать его. Бруно наливает Корва, Дону Орка и себе беззаконие небес, и они втроем поднимают бокалы. Все выпивают самогон. И Дон Орка говорит, что он сможет противостоять семье Галеша, когда начнет продавать беззаконие небес. После выпитого самогона у Корва и Дона Орка начинает кружиться голова. Дон Орка понимает, что что-то не так, и падает на землю. Он почти теряет сознание, но видит ухмыляющееся лицо Нера. Дон Орка приходит в себя и обнаруживает, что его связали Фанга, Бруно и Нера. Дон Орка проклинает Фанга и спрашивает, чего он хочет. На что Фанга отвечает, что хочет все, что у него есть. На закате Бруно и Кардио продолжают обсуждать письмо. Бруно упоминает, что, по словам Нера, в убийстве его семьи участвовали 4. Но в письме говорится только о 3 – Нера, Винсенте и Ванна. Это наводит его на мысль, что письмо, которое помогло ему отомстить, мог отправить 4-й человек. Но прежде чем они успевают продолжить разговор, на крыше появляется Нера. Нера рассказывает Бруно, как курица помогла ему притвориться мертвым. Он держит в руках пакет с куриной кровью. Вот так, ребята, курица оказалась главным героем. Фанга переодевается поваром и объявляет себя новым главой семьи, меняя название с «Семья Орка» на «Семья Фанга». Оставшиеся руководители Орка сидят за обеденным столом, как будто их взяли в заложники. Фанга объявляет, что переименовывает Атима Орка в Атима Фанга. Фанга спрашивает Корва, какое блюдо Орка хотел приготовить лучше всего, и все уже знают ответ. Но это фирменное блюдо Гарфилда лазанья. Лакрима и Сирата подходят к столу и подают лазанью всем руководителям, которые не решаются ее попробовать. Фанга пугает Корва, заставляя его первым попробовать лазанью, и, к всеобщему удивлению, она оказывается вкусной. Остальные руководители тоже начинают есть лазанью и хвалят ее вкус. Во время еды Корва говорит, что хотел бы, чтобы Орка тоже попробовал эту вкусную лазанью, на что Фанга отвечает, что это невозможно, и добавляет, что руководители едят то, что осталось. Один из руководителей разочарованно говорит, что жаль, что лазаньи больше не осталось. Но Фанга зловеще говорит, что он имел в виду совсем другое, и что лазаньи еще много. Один из руководителей находит человеческий зуб в лазанье, и всех начинает тошнить, когда они понимают, что блюдо приготовлено из останков Орка. Юмерс, Нера, Тигр, Вульп, Барбара, Бруно и Кордио обедают, и Барбара говорит, что дальше будет только хуже. Бруно отвечает, что враги Фанга теперь и их враги, потому что он захватил семью орков. Нера просит Бруно объяснить, что он имел в виду,
но тот говорит, что это не важно, и продолжает есть. В своей спальне Фео просит Роналдо вернуть Неро в семью Ванетти, на что тот отвечает, что если Неро согласится присягнуть на верность семье Галуша, то он оставит его в живых и что Фрейд станет следующим наследником Винетти. В своем ресторане Фанго угощает Бруно и Неро пиццей в знак благодарности за помощь в захвате семьи орков. Затем Фанго говорит, что собирается уничтожить семью Винетти и просит Неро помочь ему. Неро соглашается, но Фанго говорит, что ему также интересно заполучить небеса без закона, и его гости уходят. В машине Бруно и Неро обсуждают, что Фанго хочет заполучить небеса без закона, и что он убьет их, как только они станут ему не нужны. Роналдо заходит в комнату Фрейда и видит его в плачевном состоянии. Он убеждает Фрейда, что единственный выход из сложившейся ситуации – убить собственного брата, и протягивает ему пачку хорошего товара, прежде чем уйти. Неро идет в бар, чтобы продать беззаконный рай, и встречает дядю Ганза, который просит его прекратить вражду с фрегатом и вернуться в семью. Ганза также говорит, что многие в семье скучают по Неро, но тот нажимает на кнопку, чтобы усомниться в его словах. В офисе Винсента Роналдо и фрегат обсуждают, что Неро доставляет слишком много проблем и что Дон Галаша хочет, чтобы фрегат стал новым наследником семьи Винетти. Давление сводит фрегата с ума, и он говорит, что сейчас либо он, либо его убьют, но Ганза заявляет, что он категорически против того, чтобы братья дрались друг с другом. Уже ночь, когда Бруно и Неро идут по улице, и к ним подъезжает машина, из которой выходит Тео. Неро и фрегат сидят за столом, когда Тео приносит им луковый суп и присоединяется к ним. Она сразу переходит к делу и говорит, что хочет, чтобы семья вернулась к тому, что было раньше. Неро и фрегат придерживаются своих убеждений и не хотят ничего менять. Неро говорит, что хочет, чтобы семья Винетти гордилась, но фрегат говорит, что Гала могут сделать Винетти своими марионетками ради их безопасности. Все накаляется, и фрегат кричит, что все вернется на круги своя, если Неро умрет, что злит Фио, которая дает фрегату пощечину, и просит Неро поговорить с Роналдо. Фио плачет, и Неро уходит. Неро говорит Бруно, что попытается уладить все с Роналдо, но Бруно говорит, что это невозможно, и упоминает, что у него был младший брат, похожий на фрегата, с которым Неро скоро познакомится. В отсутствие Неро Бруно подходит к Вулпу и просит его помочь с одним делом, связанным с Неро. Вулп соглашается и говорит, что сделает для Неро все, что угодно. На следующий день Роналдо и Фрейд уезжают из особняка Ванетти в церковь. В машине Роналдо рассказывает Фрейде о том, что Неро собирается встретиться с ним на следующей неделе, чтобы обсудить кое-что, и уверяет, что это приведет к тому, что он станет новым главой семьи Ванетти. Когда машина Фрейда и Роналдо проезжает мимо, Вулп нагоняет их на синем автомобиле и стреляет в руку Роналдо, прежде чем уехать, но охранники успевают выстрелить в Вулпа. Бруно тоже в машине с Вулпом и просит его остановить машину, чтобы они могли обработать его рану. Вулп останавливает машину в лесу, и Бруно стреляет ему в грудь, а затем врезается в дерево, чтобы все выглядело так, будто Вулп погиб в автокатастрофе. Фрейд замечает тело Вулпа в разбитой машине и решает убить Неро. Ванетти вывешивают тело Вулпа на мосту, чтобы Неро увидел его, и новости о разгорающейся вражде между братьями распространяются со скоростью света благодаря СМИ. Фрейд еще больше переживает из-за ситуации и предлагает Роналдо уехать из города, но тот кричит на него и дает ему несколько упаковок кокаина, пока Фио расчесывает волосы. Роналдо заходит в комнату и говорит ей, что он поговорит с Неро. Он давит на нее, говоря, что их ребенок положит конец вражде, и просит позвонить Неро и сказать, что она беременна от Роналдо. Фио звонит Неро, чтобы он приехал к ней. Пока Фио и Роналдо ждут Неро, они слышат стук в дверь. Это оказывается Бруно, который сообщает им, что Неро немного задержится. Бруно передает Фио букет цветов с небольшой запиской. Фио читает записку, а Бруно и Роналдо обсуждают приезд Неро. Бруно быстро уходит, а Роналдо открывает ящик стола, чтобы спрятать пистолет в штанах. Фио спрашивает Роналду, убьет ли он Неро, на что тот уклончиво отвечает. Он гладит Фио по голове, и она дважды стреляет ему в грудь из револьвера. Бруно и Неро заходят в комнату, и братья готовы разобраться раз и навсегда. Неро предлагает Фрейтеру уехать из города, чтобы прийти в себя, но тот начинает плакать и говорит, что Неро всегда затмевал его с самого детства. Бруно замечает что-то и поднимает книгу со стола, под которой оказывается заряженный револьвер. Бруно отдает револьвер Фрейтеру и говорит братьям, что им нужно разобраться, прежде чем уйти. Фрейтер и Неро целятся друг в друга и нажимают на курок. Но стреляет только револьвер Неро, потому что Бруно незаметно разрядил револьвер Фрейтера, когда взял его в руки. На вокзале Тигр и Бруно провожают Тео.
Бруно подходит к Тео и шепчет ей на ухо, что Фрейтер убил Роналду. И это заставило Нера убить собственного брата в знак верности галошам. Бруно подходит к расстроенному Неро и похлопывает его по плечу, говоря, что теперь он будет его братом. Сюзанна выходит из здания вместе с человеком по имени Делфи, федеральным агентом из Чикаго, который будет следить за порядком вместо него. Делфи говорит журналистам, что его главные цели — семьи Фанго и Винетти. Он также упоминает, что собирается разобраться с Неро, нынешним главой семьи Винетти, и его пивоварней беззакония. Неро слышит заявление Делфи по радио, и Барбера предлагает ему приостановить производство пива беззакония, но Неро отказывается. Пока Фанго планирует уничтожить Винетти, Бруно и Кордио заходят в кафе и садятся рядом с Делфи, протягивая ему пачку денег, чтобы подкупить его. Делфи отказывается от взятки, и Бруно угрожает ему, говоря, что его дочери сейчас 4 года, и что он должен заботиться о своей семье. Это пугает его, и Кордио в шоке. Они оба уходят из кафе, но Делфи, чья семья только что оказалась в опасности, возвращает деньги Кордио, который кладет их в карман Бруно. Кордио беспокоится, что Бруно стал тем, кого он поклялся уничтожить. Барбера сообщает Неро, что Делфи начал закрывать пивоварни по всему городу. Но Неро приказывает ему выстрелить в дом Делфи, чтобы напугать его и убить, если первая мера не сработает. Тем временем Сирата пытается убедить Кордио присоединиться к Фанго и сделать беззаконие для него, так как он слышал, что эпоха сухого закона скоро закончится, но Кордио отказывается. Напряжение нарастает, Делфи начинает расследование, и Неро решает отдать приказ об устранении Делфи. Однако Бруно предлагает более стратегический подход, предлагая вместо этого устранить семью Делфи, чтобы заставить его прекратить расследование. Кордио кричит в своей квартире, возмущаясь, что Бруно решил впутать в это дело семью Делфи, когда его месть направлена только против семьи Винетти. В ответ Бруно бросает Кордио пачку денег, говоря, что это на оплату его учебы в колледже. Затем Бруно просит Кордио не вмешиваться в его жизнь и уходит из квартиры. Делфи звонит неизвестный и просит его прекратить расследование, но Делфи сердито отказывается. Жена и дочь Делфи уходят из дома, и Делфи просит водителя отвезти их. Делфи снова звонит неизвестный, и он берет трубку. Как только водитель заводит машину, она взрывается. Делфи выбегает и смотрит на горящую машину, но, к счастью, его жена и дочь не пострадали, потому что они не сели в машину. Можно с уверенностью сказать, что после этого мой человек не будет расследовать это дело. Фанго звонит кто-то, кто сообщает ему очень интересную информацию. Бруно, Неро и Барбера идут в театр Винетти, чтобы выбрать цвет ковров для него. Когда они выходят из театра, к ним подбегает незнакомый мужчина, называющий себя поклонником Неро. Пока Барбара пытается от него отделаться, Бруно замечает, как двое мужчин заряжают оружие, и предупреждает Неро и Барбара. Внезапно мужчины открывают огонь, но благодаря предупреждению Бруно, Неро и Барбара удается увернуться от пуль. А у поклонника оказывается множество ранений. Бруно стреляет в нападавших, но им удается скрыться на машине. В офисе все понимают, что кто-то слил информацию Фанго, который хочет убить Неро. Неро отдает приказ найти самозванку Сьюзи. Поздно ночью Кордио сидит в машине с Фанго и Сирата. Оказывается, это Кордио слил информацию Фанго и теперь боится последствий. Фанго успокаивает Кордио и говорит, что он покончит с Ванетти и заработает кучу денег на самогоне Кордио. Пока Кордио работает в охотничьем домике, Барбера приходит и сообщает, что Неро и его люди какое-то время не смогут туда наведываться. Барбера также упоминает, что все подозреваются в предательстве, включая его самого. Кордио уверяет Барбера, что позаботится о домике, и уходит на работу. Кордио оборачивается и видит, что Барбара смотрит на него так, будто что-то знает. Когда Кордио идет домой, он замечает, что Гата смотрит на него из машины. На следующий день Бруно замечает, что Кордио ведет себя немного странно. Лакрима сообщает Фанго, что к нему пришел необычный гость. Скуза приходит с рецептом беззаконного неба и пытается продать его Фанго, который собирается избавиться от Кордио, потому что он ему больше не нужен. Сирата отвозит Кордио к Фанго, который хочет с ним о чем-то поговорить. Фанго наливает Кордио выпить и прямо говорит, что он ему больше не нужен. Кордио делает глоток и понимает, что это беззаконное небо. Фанго признается, что рецепт ему слил Скуза. Фанго хватает клюшку для гольфа и угрожающе приближается к Кордио, который натыкается на бездыханное тело Скузы с проломленным Фанго черепом. Напугав Кордио, Фанго решает пощадить его, но угрожает сообщить Неро о предательстве Кордио. Фанго звонит в особняк Ванетти и просит Неро к телефону. Кордио тяжело дышит, доставая бутылку самогона. Пока Фанго отвлекся, Кордио разбивает бутылку о его голову, а затем втыкает ее в горло. Затем он хватает телефон и продолжает бить Фанго по голове, пока у того не вытекают мозги.
Кордио спешит на вокзал после убийства Фанга, надеясь сбежать, но его задерживают. Тем временем Бруно просыпается в своей квартире и не решается ответить на телефонный звонок. Бруно приводит в гараж, где он находит Кордио, привязанного к стулу, избитого и допрашиваемого. Гада тот, кто поймал Кордио и привел его к Вентре. Кармело, один из людей Орка, избивает Кордио, чтобы получить ответы, но Гонцо говорит ему отойти и сам начинает допрос, но и это не приносит результатов. В офисе Нера планируют убить Кордио, и Барбара сообщает Нера, что верхушка семьи Фанга хочет сотрудничать с Вентре, так как их рассвет померк. Барбара просит Бруно выйти из комнаты, чтобы поговорить с Нера наедине. Бруно возвращается в свою квартиру и выражает свое недовольство ситуацией, когда появляется Сирата. Бруно спрашивает Сирата, что произошло между Фанго и Кордио. После того, как Сирата заканчивает объяснять, Бруно вспоминает, что Кордио сказал ему, что это он втянул его в эту историю. Бруно в спешке уходит и пробирается во двор, где находится гараж. Бруно слышит выстрелы из гаража и видит, как Гонцо выходит с огнестрельным ранением в руке. Ганза рассказывает, как Кармело пытался его убить, но он дал ему отпор, и это позволило Кордио сбежать. Вскоре после этого Нера отправляет отряд на поиски Кордио. В офисе Барбара делится своими подозрениями насчет Бруно с Неро. Однако Нера не обращает внимания на опасения Барбара, демонстрируя свое абсолютное доверие к Бруно. Бруно возвращается домой и получает звонок от Кордио. Тот говорит, что его убьют, если Бруно не убьет Нера. Оказывается, Кордио читает сценарий, пока его держат на мушке. Кордио говорит Бруно, что позвонит ему снова примерно в то же время, и если Нера не умрет, то убьют его. Перед тем, как Кордио успевает сказать, кто прислал Бруно то письмо, звонок обрывается. Бруно начинает гадать, кто же мог быть тем четвертым человеком. Дель Торо, телохранитель Винсента, вызывает Бруно, Нера, Барбара и Ганза в офис. Нера говорит Винсенту, что хочет назначить Барбара главой семьи, и представляет его Бруно. Винсент просит Бруно позаботиться о Неро, прежде чем начать свою речь, в которой он говорит, что был неправ. В итоге он назначает Неро новым главой семьи Ванетти. Затем они устраивают самую гейскую церемонию в истории, и все мужчины в комнате подходят к Неро и целуют его руку, как плюшевого мишку. После того, как Неро становится новым боссом, Барбара вводит всех в курс дела и рассказывает, как семья будет действовать дальше. Он говорит, что семья Фанго объединилась с семьей Винетти. Он также поделился своим планом по использованию острова и основным маршрутом продаж, а также рассказал о расширении отеля и продаже небес беззакония в Чикаго. Ганза возразил, что Дону Галаше это не понравится, но Нера ответил, что отправит Бруно к Дону Галаше для переговоров. Барбара предложил пойти вместо Бруно, но Нера отказался. Тигр и Нера напились за ужином, а Бруно спросил его о человеке, который стоял рядом с Винсентом. Нера рассказал Бруно, кто такой Дель Торо, и поделился, что работает на Винсента с тех пор, как тот вернулся с войны в Европе. Тигр упомянул, что Дель Торо сел в тюрьму 7 лет назад и вышел 2 года назад. Бруно спросил Нера, работал ли он когда-нибудь на Дель Торо, и тот ответил, что тот сел в тюрьму раньше. Тигр вышел в туалет, и после недолгого молчания Нера сказал Бруно, что Ганза восхищается им. Когда Бруно собрался уходить, Нера рассказал, что 7 лет назад, когда он только начинал работать, он не мог никого застрелить. Бруно спросил, смог бы он сейчас застрелить того парня, и Нера ответил утвердительно. Бруно зашел в бар Сирата и отдал ему что-то, а затем направился к дому, где постучал в дверь с пистолетом в руке. Ганза открыл дверь, и Бруно спросил его о письме. Ганза подтвердил, что это он отправил письмо, назвав Бруно настоящим именем, а не Алия Авилио Бруно. Когда Бруно сел на корабль до Чикаго, он заметил, что Тигр подозрительно смотрит на него. Они поговорили о его поездке и Кордио, а затем Бруно сел на корабль и уплыл. Когда лодка отплывает, Кордио догоняет Бруно, который хвалит его шляпу. В офисе Тигр докладывает Нера, что Кордио нигде не нашли в порту, и Бруно уехал в Чикаго один. Нера говорит Барбара, чтобы тот не подозревал Бруно, но тот не успокаивается. Гонцо, который тоже находится в офисе, вспоминает, как Бруно приходил к нему домой. Когда Бруно вошел в дом, он спросил Гонцо, зачем тот прислал ему письмо с именем убийцы. Гонцо ответил, что хочет забрать себе весь хороший алкоголь, женщины весь беззакониел, и что Винсент думает, что сын Тесты, которому удалось сбежать, мертв. Бруно говорит Гонцо, что он может убить Нера в любой момент, но ему нужна помощь Гонцо, чтобы разобраться с Винсентом. Бруно говорит, что Гонцо тоже нужна его поддержка, чтобы достичь своей цели. Он просит Гонцо освободить Кордио, обещая вернуться после того, как убедится, что с ним все в порядке. Когда Гонцо спрашивает, что будет, если он откажется, Бруно говорит, что он передал письмо, которое Гонцо написал, кому-то другому.
Если с Бруно что-то случится, письмо будет отправлено Нера, и тот узнает, кто его отправил. Гонцо отпускает Кордио, и Бруно приводит его в свою старую квартиру. Кордио проводит ночь в берлоге Бруно, а потом понимает, что так жить невозможно, и идет с Бруно по магазинам. Он также просит Бруно показать ему его любимые места. После небольшого монтажа они ложатся спать, а на следующий день Бруно разговаривает по телефону и передает привет Стриге. Затем Бруно оставляет Кордио и ненадолго заезжает в Чикаго, а потом возвращается в Беззакониэл. Строительство театра идет полным ходом, и Барбера рассказывает, что Бруно не было целую неделю, хотя обычно дорога до Чикаго занимает всего один день, но Тигр и Ганза поддерживают Бруно. Они разговаривают, и тут появляется Бруно и рассказывает о своей поездке в Чикаго. Он сообщает Нера, что переговоры с Доном Галашей и его помощником прошли отлично. Перед тем, как вернуться в особняк, Бруно выполняет свое обещание и заходит к Ганза. Во время их встречи Ганза сообщает Бруно, что открытие театра состоится через 3 дня, и на нем будут присутствовать Винсент и Дон Галаша. Затем Ганза дает Бруно пистолет и патроны, чтобы тот убил Винсента. До открытия театра остается всего 2 дня, и Барбера отправляется в порт, показывает какому-то человеку фотографию Кордио и спрашивает, узнает ли он его. Позже, тем же вечером, Бруно вызывают в особняк, сообщив, что появилась новая информация о Кордио. Бруно входит в комнату, и Барбера спрашивает его, не он ли помог Кордио сбежать, и направляет на него пистолет. Пока Барбера допрашивает Бруно, дверь открывается, и Кордио вталкивают в комнату, что шокирует Бруно, впервые за 7 лет заставив его проявить настоящие человеческие эмоции. Когда Бруно оставил Кордио в его старой квартире, тот хотел остановить Бруно и его самого, чтобы они не были связаны с мафией, и вернуться к старым добрым временам. Однажды к Кордио приходит домовладелица и сообщает, что ему звонит некто по имени Бруно Лагуса. Когда Кордио берет трубку, Гонза говорит ему, что он должен немедленно вернуться в Беззаконие, чтобы спасти Бруно. В особняке Барбера избивает Кордио и спрашивает, зачем тот хотел убить Нера. На что Кордио отвечает, что он сделал это, чтобы спасти Бруно из этого нелепого места, которое они называют особняком Ванетти. Кордио говорит всем, что Бруно не участвовал в его планах и что он действовал один. Нера направляет на Кордио пистолет и передает его Бруно, прося его убить Кордио, чтобы доказать свою преданность семье. Кордио вспоминает все безумные вещи, которые он делал вместе с Бруно, с тех пор, как предложил продавать свой самогон мафии. Бруно, понимая, что выхода из этой ситуации нет, направляет пистолет на Кордио и с болью на лице нажимает на курок, убивая его. Стоя над бездыханным телом Кордио, Бруно говорит, что скоро присоединится к нему. Барбера и Нера спрашивают о подробностях встречи Бруно с Доном Галушей и Стригой, но Бруно, измученный и невыспавшийся, отвечает односложно. Вскоре после этого Дон Галуша и Стрёга приезжают в особняк Ванетти и обмениваются приветствиями с Нерой и Винсентом. Нера угощает их небесами без закона, но Винсент кашляет кровью, прикрывая рот салфеткой. Когда Дон Галуша и Стрёга уходят, они приглашают Бруно присоединиться к ним в Чикаго, но он отказывается. В баре Бруно и Гонза обсуждают свой план по устранению 2 Ванетти в театре на следующий день. Гонза приводит с собой 2 своих людей, чтобы они помогли убить Дель Торо, который будет охранять комнату, где Нера, Винсент и Дон Галуша будут смотреть спектакль. Бруно просит Гонза вписать его имя в список убийц в письме, чтобы показать, что Гонза не причастен к этому. Он также рассказывает Гонцо, что знал о том, что Гонцо был в машине в ночь убийства Тесты, и упоминает, что Гонцо в ту ночь не сделал ни единого выстрела. Бруно внезапно уходит, когда в бар заходит Стрёга и спрашивает Гонцо, доверяет ли он Бруно. Гонцо называет Бруно способным человеком и спрашивает Стригу, знает ли Дон Галиша об их плане, на что тот отвечает, что не знает. Барбера подходит к Нера и просит его убрать Бруно из списка охранников в театре, но Нера отказывается. Нера идет к Винсенту, здоровье которого продолжает ухудшаться. Винсент признается Нера, что Тестелагуса был его лучшим другом, которого он убил, и спрашивает, был ли другой способ спасти его от Галиша. У Бруно начинается шизофрения, когда он наливает себе 2 бокала небес без закона и начинает рассказывать галлюцинации Кордио о том, что его история мести наконец подходит к концу. Это торжественное открытие театра. Нера, Винсент, Дон Галиша и все остальные появляются в театре. Члены семьи Галиша вооружаются автоматами и занимают все уголки театра, чтобы обеспечить безопасность своего Дона. Бруно говорит Барбера, что хочет осмотреть театр и поднимается наверх. Люди Гонцо замечают Дель Торо и нападают на него, когда никого нет рядом. Несмотря на то, что Дель Торо получил 3 ножевых ранения, ему удается убить обоих нападавших и направиться в VIP-зал, где находятся Винсент, Нера и Дон Галиша. Дель Торо почти добирается до зала, но Бруно подбегает сзади и наносит ему удар, который становится смертельным. Барбера и Тигр видят, как Бруно убивает Дель Торо,
и привязывают его к стулу в подвале. Бруно говорит Барбара, что остальные его товарищи преследуют Нера и просит прочитать письмо в его кармане. Барбара читает письмо, и Тигр идет позвать Гонцо и Нера, но Барбара говорит, что нужно позвать только Гонцо. Тигр рассказывает Гонцо о предательстве Бруно, и по дороге Гонцо просит Тигра позвать Нера, потому что он Дон. Барбара говорит Гонцо, что Нера не убьет Бруно, и достает свой пистолет. Прежде чем Барбара успевает выстрелить в Бруно, Гонцо убивает Барбера. Гонцо говорит Бруно, что их план провалился, но Бруно отвечает, что все идет по плану. Тигр приводит Нера в подвал, и Гонцо рассказывает Нера, что Бруно сбежал. Гонза отдает письмо Нера, и тут появляется Стрёга и говорит Ванетте, что они ответят за все, если что-то случится с Доном Галешей. Нера и Тигр ищут Бруно, который направляется к кабинке, где находятся Винсент и Дон Галеша. Бруно просит обоих мужчин выйти, но Винсент отказывается и начинает злиться. Дон Галеша говорит Винсенту успокоиться и разрешает Бруно войти. Бруно заходит в комнату с пистолетом, направленным на Винсента, и говорит, что он сын Алауса и пришел в Лоулес, чтобы забрать у него все. Винсент закрывает глаза, и Бруно нажимает на курок и стреляет в Дона Галешу. Стрёга видит это и стреляет в Гонцо за предательство, а затем приказывает своим людям убить всех Ванетти, которых они увидят. Толпа начинает паниковать, и Ванетти погибают как мухи, а Нера пытается найти Бруно. Нера видит, как Бруно исчезает в толпе, и замечает Винсента, который лежит на земле и кашляет кровью. Нера подбегает к отцу, который говорит ему, что все кончено и что все их усилия были напрасны. Перед тем, как уйти, Нера обнимает бездыханное тело отца, и ярость переполняет его. Бруно прячется в темной долине и теряет сознание, но Стрёга находит его. Нера, разочарованный, спрашивает, почему он доверился Бруно, которого люди-стриги связали и посадили на стул. Вдалеке Бруно видит, как остров охвачен огнем, а в небе раздаются выстрелы и взрывы. Кто-то стучит в дверь и убивает людей-стриги. Бруно оборачивается и видит Нера, стоящего позади него. Галусы окружают вентресов, которые засели на острове, и начинается перестрелка, в которой вентресы оказываются в меньшинстве. В церкви Нера получает звонок от Сирата, который находится возле здания, где люди-стриги держат Бруно, и сообщает, что Бруно связан в комнате 501 в отеле Лоулес. Нера забирает Бруно из отеля, и они садятся в машину Сирата. Сирата переживает из-за смерти Кордио и обвиняет Бруно в том, что он втянул его во все это. Нера спрашивает Бруно, кто отправил письмо, и тот отвечает, что это Гонцо, что вызывает у Нера чувство предательства и разочарования. Нера спрашивает Бруно, почему он не убил его в театре, на что Бруно отвечает, что хотел, чтобы Нера почувствовал ту же боль, что и он, боль сильнее смерти. После 7 лет молчания Бруно наконец-то может сказать Нера, что Винсент умер слишком рано, и это разбивает Нера сердце. Сирата просит их остановиться и начинает вести машину. На острове Тигр и его люди пытаются сбежать на лодке, но их замечает Галош и расстреливает всех до единого, прежде чем они успевают сесть в лодку. На следующий день Сирата заезжает на заправку и выходит из машины, чтобы купить что-нибудь в продуктовом магазине. Нера пользуется моментом, чтобы уехать на его машине. Во сне Бруно видит, как волны накатывают на берег, и просыпается, обнаружив, что лежит в постели с перевязанной раной. Появляется Стрёга и спрашивает Бруно, почему он убил Дона Галешу, на что тот отвечает, что это было удобно, потому что Винати убили его семью. Бруно спрашивает Стригу, почему тот спас его, и тот отвечает, что хотел поблагодарить Бруно, потому что он стал новым Доном после смерти Дона Галеши. Стрёга говорит Бруно, что Винати сбежали на остров после того, как он потерял сознание, и предлагает ему заслужить свободу, убив кое-кого на острове. Но Бруно говорит, что ему уже все равно. В настоящем Нера заходит в закусочную, чтобы перекусить, а Бруно сидит напротив него со связанными руками. Нера доедает и протягивает Бруно пачку сигарет, закуривая сам. Нера останавливает машину и смотрит на карту, чтобы сориентироваться, но Бруно говорит ему повернуть направо, к океану. Бруно спрашивает Нера, бывал ли он когда-нибудь на океане, на что тот отвечает, что нет, и следует указаниям Бруно. Они разбивают лагерь в лесу, и Нера протягивает Бруно бутылку спиртного, а потом спрашивает, почему тот не уехал из города. Бруно говорит ему, что хотел посмотреть, как он будет мстить. Нера спрашивает, доволен ли он, но Бруно отвечает, что думал, что, отомстив убийцам своей семьи, он найдет смысл жить дальше, но все оказалось напрасно. Ответ Бруно злит Нера, и он толкает его к дереву и бьет, спрашивая, почему Бруно не убил его. Бруно начинает плакать и кричит на Нера, говоря, что ему следовало убить его той ночью 7 лет назад. Нера вспоминает, как сын Тесты выбежал из дома, и как он не решился выстрелить в него, когда тот убегал в лес.
На следующее утро, пока Нера ест стейк, Бруно просит его развязать ему руки, а потом кладет немного еды в рот. Нера даже разрешает Бруно вести машину, и они останавливаются, когда у них ломается автомобиль. После долгого пути они, наконец, приезжают на пляж с пасмурным небом. Нера говорит Бруно, что не нужно искать причину жить, нужно просто жить. Бруно идет впереди Неро и говорит, что не убил его, потому что не хотел убивать. Нера останавливается, но Бруно продолжает идти. Нера достает револьвер, целится в спину Бруно и стреляет. Нера уезжает с банкой ананасов на пассажирском сиденье и улыбается. Волны океана смывают их следы на песке, не оставляя никаких следов,